Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими новыми встречами с Василием Вакаровым. Он на связи. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте всем. Всем хорошего настроения и здоровья. Василий Дмитриевич, знаете, как-то всем хорошего настроения, там, денег нет, но вы держитесь. Про деньги немного поговорим сегодня, да, в отношении Украины. Тут, о чудо, пятитысячную готовят, представляете? Ну и активно печатают тысячи, об этом заметили, как говорится, на одесском рынке все секут и все заметили. В общем, движется страна к такой массовой девальвации. Ну и, конечно, такие тренды, знаете, жуткие о том, что люди снимают цены, да, в магазинах, в супермаркетах, и просто, обескуражены, да, цифрами, которые видят на прилавках, на полках. Это вот как такой штрих к общему портрету вот уродливой гримасы этой войны. Но начать я предлагаю с Трампа. Он вышел и сделал заявление очередное, говорит: все, мой успех заключается в том, что война в Украине, она теперь не будет предтечей или не перерастет в Третью мировую. Заявление, хоть и мы привыкли к заявлениям Трампа, они такие разные, но это очень мощное заявление, потому что есть определенный, уже стереотип, что украинской власти очень нужно, чтобы масштаб разросся, соответственно, и масштаб поддержки увеличился, кто-то включился, кто-то примкнул, а кто-то поучаствовал. И об этом говорят очень долго, на протяжении года-полутора. Как вы думаете, Трамп забегает вперед, когда говорит, что Третьей мировой не будет из-за Украины? Или что-то произошло, но мы еще просто немножко не можем осязать, что именно? Александр, я с вами согласен в том, что это заявление очень важное. Очень важное, я бы даже сказал, крайне важное для нас всех, потому что мы уже привыкли к тому, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, говорит очень много, и, может быть, с утра дать какую-то одну информацию, вечером другую. Но вот эта информация, она говорит о том, что в публичной сфере принято решение именно публичными людьми, и он его озвучил, в том, что ситуация на Украине оккупирована, она контролируема, и все игроки, которые вложились в войну, все игроки, которые являются акторами или режиссерами тех событий на Украине, должны понять, принять вот эту доктрину и не предпринимать, это что самое важное, никаких действий, которые бы вовлекали дальше ситуацию в, скажем, распространение ее на третьи страны и то, что Трамп назвал угрозой Третьей мировой войны. Это очень важно, я еще раз говорю, потому что я с вами согласен во втором, что есть некий переговорный процесс, он есть, он идет, он ведется как между Китаем, Соединенных Штатов Америки, Россией, Соединенных Штатов Америки, Украиной, Соединенных Штатов Америки, Европейским Союзом. Можно перечислять много других стран, да? Но вот этот на театре боевых действий, на театре того, что называется мировая политика, есть некая договоренность, есть некий консенсус. С ним вот быть не все согласны, но такова воля власть придержащих. И это, еще раз говорю, это очень важно, потому что, к примеру, вот сегодня утром в Российской Федерации была распространена информация Федеральной службы безопасности в том, что пресечена попытка, да, воровства или кражи или задействия российского самолета МиГ, вооруженного кинжалом, который должен был совершить акт, не знаю, выстрел или еще что-то, подробности, к сожалению, не указаны, но тем не менее информация о том, что именно вот этот самолет должен был совершить определенное действие на территории Румынии, на военной базе, которая размещена в стране НАТО. И если бы эта провокация, этот акт был совершен, значит,
мы были бы ближе как раз-таки к шагу, по крайней мере, ближе к эскалации того, что называется Третья мировая война. Возможно, то есть не просто так эта информация является в информационном пространстве, она как раз-таки подтверждает, что, возможно, некоторые игроки, в России называют это короной, читай Великобритания, не совсем согласны с мнением или с утверждением или с позицией президента США Трампа. Мне кажется, что есть еще какие-то силы, которые не согласны с этим. Но тем не менее, если вернуться к заявлению Трампа, для себя лично я сделал такой вывод, что для того, чтобы война на территории Украины, по крайней мере, была купирована, а я уже не говорю о том, чтобы завершена, необходимо отдать по рукам тем горячим головам или тем головам, чьи руки, чьи щупальцы, да, по крайней мере, и пока что действуют и на Украине, и у них есть желание перенести эту войну за пределы Украины. Такие люди есть, такие акторы есть, и такие государства, к сожалению, пока что есть. Василий Дмитриевич, ночью опубликованы видео, я так понимаю, дневные или околовечерние, о том, что, прям как вот из каких-то хорроров, да, там «Безумный Макс» приводили в пример, на каких-то специфических машинах фронтовых, на каких-то внедорожных мотоциклах, но абсолютно спокойно, то есть не быстро, не сказать, что они там прям забегали туда. Нет, спокойно российская армия заходит со стороны Донецка в Покровск. Мы что только не слышали за эти 1,5 недели о Покровске. И о том, что там 300 человек, 314, если быть точными. И о том, что там какие-то очаги заняли какие-то хаты или какие-то дома, да, и вот оттуда вычищается российская армия. Были даже такие товарищи, которые говорили, да они переодеваются в бабок-ежек, в каких-то там бабушек с сумками, в сумках несут патроны. То есть вот так нам как бы эта картинка представала. Это конкретно въезд в Покровск, конкретно идут солдаты, да, и все обсуждают, на чем они как бы туда заходят, каким образом. Обязательно там дрон-ждун стоит, ждет, то есть сопровождает это все. Туман дикий. И в этом тумане мы, кажется, как это ни парадоксально, немного прояснили ситуацию в Покровске. Сколько бы ни говорил Сырский о том, что там 50 тысяч человек, но все нормально, ситуация контролируема, сколько бы ни говорил Зеленский об этом, но, судя по всему, вот этот момент и эта картинка – это часть вот этого большого пазла. О большом пазле давайте сейчас мы поговорим, но прокомментируйте, пожалуйста, вот этот эпизод и, фактически потерю Покровска. Его не сдали, но потеряли. Сдадут, наверное, в ближайшее время. Знаете, Александр, все, что вот вы определили временные рамки, что за последние 1,5 недели, я здесь с вами согласен, информационная картинка выглядела именно так, как вы сказали, да? То есть нам пытались показать, что Украина не проигрывает, никакого сначала тактического, потом оперативного, потом еще какого-то окружения нету. Дальше нам были картинки показаны, как вот представители ГУР, спецназ высаживается из вертолета, вывешивает флаг украинский. То есть вся эту картинку, всю эту, вот, скажем так, даже сериал нам действительно показывали. Я просто хочу здесь вот что отметить. Мы уже упоминали президента США Трампа, и мне кажется, что вся вот эта картинка делалось не просто для нас, а главным зрителем этой картинки, да, главным потребителем этого всего видео или фото как раз-таки является президент Трамп. Все, что пребывало в информационном пространстве Украины, это была такая еда на завтрак и на ужин Трампу. Вот посмотри, Дональд, президент Соединенных Штатов Америки, что мы не проигрываем, что мы держимся, и так дальше. Сегодняшнее видео, я склонен верить в то, что это сегодняшнее видео, потому что туман, то есть погодные условия, то есть похоже на правду, выглядит так.
и вы четко определили, как журналист, что есть Иждун, есть вот это, скажем, беспилотник, который это все снимает. Потому что без съемок, ну, эта еда не будет готовой, это будет какой-то сырой материал. А вот съемки, видео. И второе, на что я обратил внимание, знаете, ведь люди, я же не военный корреспондент, и я не разбираюсь в войне, но я вижу, как подается материал и на Украине, и в России, да и в европейских мировых СМИ. Знаете, журналисты, именно те, которые находятся там, да, вот возле линии боевого соприкосновения, или некоторые имеют право доступа на саму линию, они-то показывают нам картинку совершенно другую. Вот та сегодняшняя, она похожа на реалии. Мы видели технику, она некрасивая, она не в цветах. Мы видели этих ребят, которые идут пешком. Они идут пешком, они уставшие. Это вот картинка близкая к тем реалиям, которые сегодня на поле боя происходят. Вот вам виды транспорта, вот вам безрадостная картинка. И, естественно, самое важное, что эти люди продвигаются в тумане. Если бы не было тумана, то я думаю, что они бы так не могли свободно проходить, потому что все, вот, что касается на несколько, там, на 1,5-2 десятка километров от линии боевого соприкосновения, все это в волоконных дронах, без волоконных дронов, все это снимается, все это видится. Поэтому это похоже на правду. А теперь по существу. Да, Украина потеряла Покровск. Да, Украина завтра, возможно, потеряет там Миргород и другие населенные пункты. Почему так важно Покровск? Потому что, во-первых, битва за него шла очень долго. Мы об этом слышали очень часто, очень много. Но фишка на торте вот в чем. Украина потеряла населенный пункт. Украина вышла из населенного пункта. Это вот на фоне вот этих, как вы правильно говорили, подводок, которые нас подводил Зеленский, что нет, мы не проиграли, нет, мы побеждаем. Этот миф рассыпался. Украина не побеждает, это точно. И точно Украина проигрывает. Это очень важно. Это, понимаете, настолько была закручена ситуация вокруг Покровска, что нам ее преподавали как главное сражение 2025 года. И когда я слышу сейчас и в некоторых западных СМИ, и уже на Украине, слушайте, ну это всего лишь навсего населенный пункт. Ну там, видите, вот на видео там людей почти нету. Ну мы потеряли, ну мы вышли. Слушайте, это понятное дело, что попытка перебить вот эту картинку, она уже не получится. Не надо было накручивать так ситуацию, не надо было бить во все колокола, что мы вот не проиграем, а теперь вот искать пути отхода. Факт есть факт. И это действительно, то есть мой комментарий вот такой. Касательно другой мозаики, ну давайте будем говорить теперь уже по мере поступления ваших вопросов, потому что мозаика здесь очень-очень такая интересная. Замес очень серьезный. Давайте сейчас. вот разбираться. Значит, выходит Лавров и делает два, только на моей памяти, заявления. Это последние дни о том, что, значит, есть договоренности. Ну и раньше были, да, вот эти Анкоридж, дух Анкориджа, договоренность Анкориджа. А тут Лавров фактически прямо в лоб говорит. Значит, американцы должны были повлиять на Зеленского для того, чтобы, ну, в общем-то, договоренности Анкориджа осуществились. Делает эти заявления, понятно, там кто-то отмахивается, кто-то не воспринимает Лаврова, там какую-то даже запустили кампанию против Лаврова, я имею в виду по украинским пабликам. Дальше мы видим Покровск. В момент острейшей, ну, скажем так, фазы, когда она начиналась, сейчас-то уже мы видим исход Покровска, я имею в виду ситуацию этой главной битвы 25 года, приезжает Уитакер. Приехал, уехал. Ничего не понятно. Дальше мы видим определенные, ну, скажем, конвульсии информационные самого Зеленского. Он выходит с такими заявлениями достаточно, ну, тяжело проверенными. Он там позапрошлую пятницу говорит, или прошлую пятницу говорит, ну, вы знаете ситуацию, вы знаете. Откуда знаем? Расскажи, у тебя сидит тут ты, начальник генштаба, там, министра обороны, так вы же расскажите о ситуации. Короче, вот эти все картинные заседания, которые для прессы, они превращаются в такой высушенный,
не знаю, в изюм, да, высушенный виноград. Вроде должно было все быть обильно освещено, предстать должен Зеленский, но это все, это изюм, это вот высушенная на солнце, Да. скажем, такая история, информации ноль. Информация, вот она сейчас приходит, и, в принципе, там волонтеры показывают видео, показывают отходы. И тут мы видим ультра едкую, ультравзрывную кампанию по Миндичу, Энергоатому, записи. 1000 часов, заявляет НАБУ, записей. Причем это свежак, это лето, это осень этого года. Это вот прям мы можем прикинуть примерно периоды, когда это делалось. Обыски, деньги, Миндич и вот эти цукерманы, да, братья, бегут со страны. Хотя, подождите, а чего бежать, если все как бы нормально? Давайте садиться, разбираться. Полдня вчера не знали, как комментировать, но потом вышел Литвин. Он, оказывается, обратный вес большой имеет. Я, если честно, скептически относился к этому утверждению, но когда он вчера выходит и комментирует вот этот резонанснейший момент, он... не кто-то другой. Но потом подтянулась Свириденко уже позже, потом подтянулась министр энергетики, потому что это касается Энергоатома. И начинают говорить, мы за то, чтобы четко все расследовать, нет коррупции, да, если кто-то что-то воровал, давайте наказывать. И Нью-Йорк Таймс сегодня с утра вываливает публикацию о том, что в этой битве спецслужб НАБУ побеждает. Были картонки, было это все, было давление, и вот вам как бы обратка полетела по Банковой. Одни пытаются нивелировать эту историю, мол, ну чего ж там, да, ну подумаешь, ну взятки, не взятки, какой-то миллион, что-то где-то, как бы на скорость не влияет. Другие предрекают начало конца режима Зеленского. Что видите вы? Лавров не просто иностранных дел, не просто представитель истеблишмента Российской Федерации, а человек, который был в Анкоридже, человек, который информирован, человек, который присутствовал на переговорах. И, естественно, ну, послушайте, мы можем по-разному относиться к Лаврову, но это профессионал высочайшего класса, еще раз говорю, мирового класса и очень информированный человек. Когда началась атака против Лаврова, она же началась не только в Соединенных Штатах Америки, в Европе, на Украине, она началась и в самой России. Атаку начал Марко Рубио, его визави по переговорной позиции. Они же разговаривали по телефону, они готовили встречу Трампа и Путина в Будапеште, и потом эта встреча сорвалась или перенесли ее, да? Давайте так мягко говорить. И Марко Рубио в одном из интервью сказал, что встреча была перенесена, потому что российская сторона не готова, не проявила готовность. То есть он перевел стрелки на Лаврова. Посыпались на голову Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, еще раз говорю, разные критики со всех сторон. И вот он выходит в конце прошлой недели и заявляет о том, что дух Анкориджа, инициативу, по-разному это можно назвать, но суть в том, что дух Анкориджа был в том, что господин Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, должен был выполнить свою работу. И он ее не до конца выполнил, но шансы еще есть. Понятное дело, на дипломатическом языке это звучит так, а на простом, на человеческом, да. Слушайте, Соединенные Штаты Америки, это ваша работа. Это вы должны были, значит, надавить на Зеленского, и это вы должны были обеспечить выполнение наших планов. Поскольку вы не выполнили, поэтому переговоры двух президентов не состоялись. Нечего подписывать. Вот. Это, конечно, было заявление серьезное, важное. Мне кажется, что это все, о чем мы с вами говорим, мы с вами, и вы такую линию очень профессиональную, кстати, качественно проводите, это не похвала, это вы просто так оно и есть. Вы видите, и мы с вами проговариваем тему, знаете, когда играет весь симфонический оркестр. Кто-то играет на бубнах, кто-то на скрипке, кто-то на что-то. И здесь вот есть солисты, да, где-то кто-то выступает, но, безусловно, есть дирижер. И вот Лавров, он как один из игроков,
заявил позицию Российской Федерации, но есть еще и другие заявления Пескова, других лиц. И в общем и целом Российская Федерация говорит, если одним голосом, да, мы готовы продолжать переговоры, мы готовы садиться за стол переговоров. Единственное, не то что условие, а единственное, это, кстати, и господин Трамп говорит, что встреча должна быть подготовлена. Если встреча будет подготовлена, конечно, она может возникнуть в любой момент. Касательно второй части вашего вопроса, взрыв всего того, что произошло на Украине, я бы назвал это пленками Миндича. Почему пленками Миндича? Потому что мы с вами-то не кнеймы. Мы с вами знаем, откуда мы родом. Мы жили и в прошлые времена на Украине. И мы помним так называемые пленки Мельниченко. Это было лет 25 тому назад, 2000 год. Кстати, 2000 год, ноябрь месяц. Парадоксально, я вчера, когда начал, вспоминать, да, действительно, тоже ноябрь, только 2000 года. Вдруг пленки, которые записал майор Мельниченко, вставил прослушку или записывающий какой-то там, не знаю, инструмент или там материал, как его назвать, да, пристрій, як кажуть українською мовою, да, и потом эти, на которых Кучма говорил очень многое, в том числе якобы дал команду убрать Гангадзе, журналиста. Вот это же тогда был просто, информационная бомба. Эта информация, эти пленки Мельниченко потом привели к отставке Кучмы. Начались протесты на Украине, Кучму геть и так дальше. В общем, я это вспомнил зачем? Потому что вот у нас ассоциации такие-то, если на Украине если на Украине кто-то тиражирует пленки, это, соответственно, цель этих пленок – это политический процесс, отставка или давление, как минимум, на тот режим, который на сегодняшний день является украинской властью. То есть пленки Миндича – это их цель убрать Зеленского или, по крайней мере, заставить действующую власть изменить свой курс. Мы посмотрим, как ситуация развернется. Почему? Потому что мы пока что видим с вами, Александр, информационное сопровождение этого процесса. Юристы, то есть юридически, да, НАБУ отчиталась. Я вчера смотрел их ролик о том, представитель НАБУ, о том, что вы уже сказали, да, количество записей, как долго это материалы собирались, и вот они теперь будут представлены в суд. Понятное дело, что формальный процесс не скорый, не быстрый, но для нас важно информационный. Почему? Потому что в этом же суть вопроса, когда на фоне атак российских ракет и беспилотников, на фоне того, что по всей Украине и в многих городах либо уже постоянные блэкауты, либо частичные, людям, которые страдают в городах, в том же Киеве, в Харькове, да, где уже проблемы с канализацией, проблемы с теплом, проблемы, я уже не говорю, со связью или с электричеством, да, это на поверхности. Им вдруг говорят: слушайте, деньги, которые были направлены на защиту именно энергетической безопасности, тем более на работу, бесперебойную работу атомных электростанций и их ретрансляции этой электроэнергии в квартиры, да, в розетки, оказывается, эти деньги были разворованы. Или большая часть этих денег была разворована. И воровали-то кто? Воровали вот окружение Зеленского, Миндич. Но Миндич – это уже такая фигура, знаете, нарицательная. А давайте дальше, чуть-чуть глубже. Кто был министром энергетики? Кто был руководителем энергоатома? И кто вот эти люди, которые, как оказывается, никуда схематоз украинский не ушел? Никуда схематика не ушла. Власть новая, фигуры новые. А все равно, независимо от того, кто директор атомной станции в Ровно, в Хмельницком, в Южноукраинском, это всего лишь навсего пешки. Независимо от того, кто является министром. Да, министры здесь игроки, потому что им долю нужно давать. Они, во-первых, эти министры на зарплате у этих людей. И, наконец, третье. А кто вот эти люди, которые принимают решения, да? Кому сколько откатов давать? Последнее – это что
вот эта новость, о которой сегодня утром, да, написали, что, оказывается, некоторые купюры, которые там передавались, ну, которые зафиксировали научники, детективы уже доказали, эти деньги, я так понимаю, процессуально закреплены, что там есть пакеты 100-тысячные, запаянные, да, в такую пленку, да, 100 тысяч долларов, да, это порядка 9 килограммов, которые передавались из рук в руки, они даже Ой, эти... как вы точно описали, сколько это 100 тысяч долларов, Василий Дмитриевич. Нет, я просто... Все Александр, читали расшифровки, слушали пленки, как бедные 1 600 000 не могли унести в тяжелых... Настолько он тяжелый, этот 1 600 000 долларов, 100 долларами. Продолжайте, пожалуйста. Да, так вот, и, значит, они даже не откупоривались, они просто передавались из рук в руки. И дальше еще деталь такая, что эти деньги, ну, уже уточнили, что эти деньги завозились на Украину, а в конце 90-х, 2000-х, то есть они уже были. А кто их мог завести? Либо через USAID, либо через какие-то другие фонды. То есть я о чем хочу сказать, что, значит, эти деньги есть на Украине, были, их и сейчас привозят, но их только вот зафиксировали в этот момент. И сидят люди, которые говорят, ты 9 килограмм, значит, денег отдашь туда, 1 килограмм туда. То есть это какие-то небожители, это люди, которые с небес упали, что ли, на землю Украины. Да нет, такие люди и были на Украине, и деньги эти уже давно были. Просто поменялись исполнители. Власть, нам кажется, пришла Зеленского, нам кажется, и так есть, война идет. Не кажется, а сотни тысяч людей погибают на фронте. Миллионы долларов должны быть потрачены на безопасность энергетическую, а их разворовывают. И последнее в этом плане, очень такой нюанс. На позапрошлой неделе директора Укрэнерго посадили за коррупцию, там, за всякие дела прошлые, 19-20 года. Его посадили и тут же выпустили из тюрьмы, потому что за него внесли залог, несколько миллионов гривен. А до этого был скандал в прошлом году по поводу наема вот этого пуштуна, который потом приехал с Афганистана и устроил нам вот это начало Майдана, да, который возглавлял агентство энергетическое. И в прошлом году были скандалы против него. Я напомню, просто давайте остановимся здесь на секунду. Наем возглавлял агентство энергетическое, на которое было выделено около 10 миллиардов долларов. Часть из них они использовали, часть украли. Что делал Наем? Что он должен был сделать? Он, так в народе даже назвали его украинские эксперты, он должен был построить такие будки Наема. Знаете, вот он должен был из бетона и арматуры построить, накрыть сооружения, трансформаторные подстанции, большие, да, накрыть их вот этими будками, чтобы когда попадают ракеты-беспилотники, не могли попасть в трансформаторные подстанции. Эти будки были настроены, где-то там на пустырях валялись, а их никто не перенес и трансформаторные подстанции не защитил. Я могу много чего говорить, но тут главное мощь в чем? Что Энергоатом разворовывался, Центрэнерго разворовывались, Укрэнерго разворовывались, вот это вот агентство по эффективности разворовывалось. Значит, вывод такой, что это системное воровство, это системная коррупция всего того, что называется энергетика Украины. Не просто энергетическая безопасность, а всего того. НАБУ, специалисты НАБУ, молодцы, что они зафиксировали что-то и дали людям. Вот это тот эффект, что сейчас люди, которые сидят в квартирах в Киеве, в Харькове, ну, тоже во Львове, ну, там, правда, теплее, в Днепропетровске, в Одессе, они сейчас, эти люди, простые украинцы, задают себе вопрос. Погодите, так власть Зеленского коррумпирована, она ничем не отличается от власти Порошенко и от власти Януковича. Она еще хуже, потому что во время войны происходят такие события. И, наконец, статья, о которой вы вспомнили в «Нью-Йорк Таймсе». Американцы описывают некоторые детали, которые так выглядят, что журналисты «Нью-Йорк Таймса» знают ситуацию гораздо лучше, нежели мы с вами, и они нам подают ее. То есть, с одной стороны, НАБУ, с другой стороны, «Нью-Йорк Таймс».
Давайте подведем черту. А кто главный режиссер в этом всем? Кто, собственно говоря, знает и понимает, откуда деньги, откуда эти доллары, сколько, когда? Мне кажется, что здесь ответ очевиден. Это не люди, которые на Украине живут. Они специалисты, они ловят. А заказчик этого всего — Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки. Именно оттуда идет инициатива, и там, в США, было дано добро. На каком политическом уровне? Не знаю. Кто-то из советников Трампа, из помощников, либо руководитель какого-то подразделения администрации Соединенных Штатов Америки дал отмашку. ФАС, вперед! Давайте, ребята, давите. Ну, смотрите, тут такой момент. Трамп, если это опять мнения же разнятся. Кто-то говорит, что вот, это демократы, клиентелла та. Но если это Трамп, то его понять можно. Он не может публично давить на Зеленского, потому что ему сразу скажут: ты за Путина, да, ты предаешь Украину. Это логично. Поэтому мы видим такое опосредованное давление. Но вы же понимаете, что эта вся история без имени Зеленский, она же просто похоронится. Ее просто закопают. Там конфликт, вот как вы правильно вначале сказали, пленки Мельниченко, да, а тут пленки Миндича. Ну, там Мельниченко тот, который записывал, а Миндич это тот, который фигурировал. Вы же видите эти антикризы. Вот две реакции, которые нужно обсудить. Реакция первая – это штатный лизатель ОП, это Петров, да, который говорит: НАБУ воюет с Украиной на стороне России. И Гринчук, которая министр энергетики, Свериденко тоже комментировала, но не в таких деталях. Свериденко просто сказала: вот, да, вот давайте. А Гринчук четко говорит: смотрите, те объекты, о которых идет речь, так они готовы. Журналисты, собирайтесь, езжайте, посмотрите. Смотрите, и деньги, все, вот мы покажем. Она знает, что никто журналистов никуда не пустит. Никуда. А если покажут какие-то потемкинские деревни, что-то где-то как-то, она понимает, они включились в эту игру. Почему не пустят? Объясняю, война. Любой слив, любую информацию, все. То есть, и все прекрасно же видят, да, там какой-то специалист говорил из Киева, да, говорит, что мы-то строим там второй уровень защиты, звучит классно, но это прилетает один дрон и все. Ну, то есть, а если 2 прилетит, а если 3 прилетит? Ну, короче, все прекрасно понимают цену этой защиты, и как-то можно по уровням распределять, неважно. То есть, они начинают наполнять эфир очень такой жиденькой в плане своей консистенции, такой массой оправданий. Но вернемся к Петрову. Послушайте, то, что мы услышали на пленках НАБУ, то, что там фигурирует Деркач, теперешний сенатор Российской Федерации, то, что там конкретно люди говорят, двушка в Москве, там, да, конкретно фигурирует Россия, вообще придает жуткой пикантности этому всему. То есть, в чем была война летняя спецслужб НАБУ и СБУ? Значит, и тут же сразу вчера, да, вот это Магомед Расулова сразу, как бы, да, там сроки ему там дело передают, такое, зашевелилось. В том, что СБУшники говорят, что набушники, это вот вообще они продались Кремлю. А тут мы видим, набушники говорят, что эти офисные Миндичи и смотрящие, они продались Кремлю. Слушайте, что это за страна такая воюющая, где и одни, и другие, а я почему-то, ну вот читая и анализируя с лета вот это противостояние, простите, мне почему-то впечатление складывается, что и те, и другие правы. И не просто так блокнот сфотографировали, там охрана президента Российской Федерации на обысках. И это все не просто так. То есть у нас вообще получается люди, которых засовывают в БУС, которые сидят без света, которые там руки-ноги отрывают, которые там хоронят матери, да, жены плачут. А они видят, что и СБУшники с офисом, с офисными вот этими решалами контакты с Москвой имеют, переправляют деньги и двушку в Москву отправляют, да? И набушники там
тоже там же, это же тоже доказательства, тоже там связаны или с неподконтрольными территориями Украины, или конкретно с московскими, с российскими. А что это за война такая происходит, Василий Дмитриевич? Саш, ну, вы затронули мое профессиональное самолюбие, я поэтому отвечу вам так. С 2008 года, вот я человек Василий Вакаров, которого вы знаете, может быть, другие люди мало знают, меня государство за государственные деньги взяло на работу. Был создан специальное подразделение в аппарате секретариата Кабинета министров, который назывался «Уполномоченный по антикоррупционной политике». Я попал в этот состав, и государство, еще раз говорю, мне платило деньги, меня воспитывало, меня образовывало. Я потом закончил Академию госуправления с красным дипломом, кстати. И я несколько лет занимался тем, что расследовал коррупционные схемы на территории Украины. Не просто занимался. У нас была информация от правительства, от специальных органов. И мы смотрели и тщательно, подбирая всю информацию, пытались сломать. Сломать не людей. Люди, это уже их там сажали или не сажали в тюрьмы, это следственные органы судебные. Мы ломали схему. Мы не давали принимать законы и не давали принимать подзаконные нормативные акты, которые могли бы разворовывать страну. Через год нас расформировали, но потом меня подобрали специалисты в Министерстве экономического развития и торговли, и я там продолжал эту деятельность. В конце концов, в 2013 году я перешел работать в администрацию президента Украины. На то время это был Янукович. Весь процесс Майдана и после постмайдана я продолжал заниматься этой работой. И когда президентом стал Порошенко, а он меня знал еще по Министерству экономики, Петр Порошенко, президент Украины, меня позвал и сказал: Василий, мне нужно минимум 6-7 громких дел для того, чтобы Европа и мир поверили, что Украина меняется, и мы, показываем всему миру, еще раз говорю, 6-7 крупных коррупционных, ликвидацию коррупционных схем для того, чтобы нам поверили. Я согласился, и до октября 2014 года я работал уже в администрации Порошенко, пытаясь это сделать. У меня на глазах, я был свидетелем совещаний 10-х, когда обсуждалась в том числе тема создания новых антикоррупционных органов. Я знаю, почему было создано НАБУ и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Неважно. То есть я тот человек, который очень сильно был погружен в систему и информирован. Я даже, закончу о себе, был участником первого конкурса, когда избирали руководителя НАБУ, да, где победил господин Сытник, хотя все это было заточено под господина Чумака. Все это история. И поэтому сколько весят деньги, сколько весит доллар, какие там фальшивые и так далее, и так дальше, я прошу прощения, это профессиональная такая вещь. Теперь, что касается проблемы, почему я начал копать оттуда. Проблема была и есть между НАБУ и СБУ в очень простой вещи. Прослушка, то, что называется прослушка, записи, то, что сейчас пленки. На территории Украины было немного органов, и один из них был Служба безопасности Украины, которая по закону имела право этим заниматься. У нее были технические средства, и еще раз говорю, закон Украины надавал им такую возможность прослушивать, просматривать, снимать информацию. СБУ этим занималась. А вот Национальное антикоррупционное бюро этого права не имело. По закону им сказали: да, вы можете, но у них физической возможности не было. И всегда для того, чтобы, да, НАБУ собирал информацию, но для документирования и получения спецсредств НАБУ обращалась к СБУ. Это было противостояние, и СБУшники всегда говорили: да, мы все равно выше вас, круче. Что произошло дальше? Соединенные Штаты Америки вместе с Британией дали деньги на финансирование НАБУ. И специалисты в НАБУ получали зарплату в 3-4 раза больше, чем СБУ. Я могу много дальше рассказывать, но эта война была на уровне руководителей, специалистов и так дальше. Она продолжается до сегодняшнего дня. Поэтому сейчас, как только НАБУ вчера опубликовала эти материалы, эти пленки, вы обратите внимание на действия Генеральной прокуратуры Украины.
которая сказала, что все-таки вот этот детектив, один из тех фигурантов, которые работали, мы его посадим, потому что он пророссийский, потому что у него паспорт, родственники, и этим занимается СБУ. И теперь вот почему я такую долгую подводку? Потому что иначе я не смогу дать ответ на ваш вопрос. Петров, политтехнолог Ермака, я знаю этого человека. Я был в его программах, которая называлась то ли Исландия, то ли еще, это было до войны. И я понимаю его профессиональный подход. Что должен сделать Петров? Он должен, как политтехнолог, перевести стрелки на Россию. Тут же любая проблема, которая есть на Украине, коррупция или еще что-то, кто виноват? Россия. И я смотрел вчера вот его вот эти телеграм-канал, как он вчера раскручивал эту тему. Он черным по белому писал: слушайте, украинцы, там он депутатом и так дальше, вам вообще теперь не надо ничего делать. Он берет материалы там из, значит, программы «60 минут» Скобеевой, он берет там российские РИА Новости и так дальше. И он публикует у себя: вот смотрите, как вы кормите российскую пропаганду. Вы что делаете? Понимаете? То есть он берет... Это такой циничный, это технология из ада. Сказать, что вместо того, чтобы обращали люди на проблему на Украине, он берет ее и технологически выводит и говорит: нет, вот смотрите, Россия. И каша заваривается очень простая. Вы задаете вопрос: что же это за хаос такой? Получается, что... Нет, это не хаос. Получается, все работают на Россию. Вот. Это не хаос, а это все работают на Россию. СБУ на Россию, НАБУ на Россию. Вот это абсолютно... Вот вы профессионал, вы говорите, это не хаос. Хаос хочет сделать Петров, чтобы увести вот эту проблему от Зеленского и перевести ее на Россию. Литвин, вы сказали, вот этот спикер, смешной парень, конечно, представитель офиса президента, да? Это даже не министр иностранных дел Сибіга. Тут така вагома фігура. Встав, як показав себе по телебаченню, так оце да. А этот Литвин, и он таким голоском говорит: вот вы посмотрите, это все-таки Россия. И, наконец, Зеленский. Вы в своей вот этой линии, может быть, просто не захотели, упустили заявление Зеленского. Если вы посмотрите посты Зеленского вчера, там один огромный о том, что есть проблемы у Путина, что у Путина там все плохо, что вот это. Это все в одну канву. Хлопці, що ви чіпаєте нас? Ви подивіться, що це все москалі, це все русня. Не получилось. Не получилось. Да, они старались, они будут стараться отвести это все, сказать о том, что это не у нас тут коррупция, не проблема у нас, а проблема у России. Не получается и не получится по одной простой причине. Потому что есть американская пресса, есть политическая воля Соединенных Штатов Америки. Это же чувствуется, что оттуда все идет. И, наконец, чтобы давайте эту информационную картинку еще завершить. Я не знаю, как завершится вот этот процесс. И, кстати, Петров об этом пишет. Что, послушайте, вот это все будет длиться 15 лет, это все будет 20 лет. Это очень классный все... нарратив. Ну, вы как опытный, нарратив. Вы как опытный человек, вы понимаете, это очень классный нарратив. Конечно. Безусловно. Открыли ящик Пандоры. Это расследование можно начать, его невозможно закончить по всем процессуальным нормам. Это 20-30 лет вперед. Поэтому, Поэтому, в общем, не ждите ничего, потому что у тех адвокаты, у этих адвокаты, в общем, ничего не будет. И, Саша, и вот тут давайте, чтобы мы с нарративами разобрались, мы понимаем с вами, кто куда пытается отвести. Но вот что касается Литвина и министра энергетики, который говорит: да вот посмотрите, все же построено, пойдите проверьте. Послушайте, но вот эта игра на такого слабенького, на какого-то, я даже не знаю, они что? Они действительно всех украинцев считают дебилами? Да. Они действительно считают, что все люди, которые живут на Украине, это идиоты, да. Без памяти, без родства. Ну, это действительно так получается, потому что сказать: да иди посмотри, куда пойдешь посмотришь, куда ты пойдешь, что ты там увидишь. Люди же, еще раз говорю, люди простые, граждане, горожане, неважно, селяне, неважно,
неважно, в какую церковь они ходят и в веру, неважно, во что они верят, они же видят и они понимают одно. Начало зимы, в Киеве только первый снег, в Карпатах уже есть. Начало зимы, русские бьют по энергетике. Кстати, русские ударили на прошлой неделе по одному пункту, который называется переходной комплекс, он называется профессионально немножко не так, но это называется Киевская подстанция. Это Киевская подстанция, это комплекс там разных технических сооружений, которые передают то электричество, выработанное Ровенской атомной станцией Хмельницкой, на центральную Украину и на восточную. И туда ударили. Ударили точно, выбили это. Вопрос, почему вот эта подстанция, которая об этом предупреждали, это была угроза, почему ее хотя бы не защитили? Людей не обманешь. Людей даже, мы можем говорить технически... Вы не уходите от вопроса, самого главного. Я не ухожу. Вы понимаете, в чем дело? Это какое-то, если честно, какое-то издевательство. Зеленский вводит санкции против Кирилла Дмитриева, против там всего правительства России. Говорит, вот мы такие потушные, вот такие. Но нет у правительства России, нет у Зорина, начальника ГРУ, он там по-другому называется, короче, разведчика главного российского. Нет у 5-го отдела ФСБ начальника, тоже там поменялся. Нет у Кирилла Дмитриева, хотя у него связи с Украиной есть, и там родственники, но у него лично, ну там я сомневаюсь, что у него что-то есть на нем в Украине. То есть, да, ему теперь нельзя заходить на военных кораблях в территориальные воды, да, и все остальное. И он присоединяет эту когорту к другим. Конечно. Кость Бондаренко, Арестович, Мосейчук, Шелест. Все, понимаете? То есть, вот этот массив 8,5 тысяч, он туда присовокупляет. А его человек, совладелец «Квартал 95», ставит смотрящего, который, в общем, беседует, как отмытые деньги отправить в Россию. Сидят они в офисе Деркача, теперешнего сенатора России. И конкретно Россия, получается, помогает, отмывать, не Россия как государство, Российская Федерация, а через российские схемы, в том числе, они включены в отмыв этих денег. Это следует... Это дураком можно быть последним, не понимающим никаких схем, ничего, но это следует из пленок. Эти пленки опубличены. Это должно произвести взрыв ядерной бомбы на Банковой. Это произведет взрыв. Саша, смотрите, давайте, потому что вы сказали, чтобы я не уходил. Я наоборот. Я не хочу уходить из этой темы. Фигуры, которые вы назвали, руководителей спецслужб Российской Федерации, Кирилла Дмитриева, это все публичные люди. Мало того, часть из них была на переговорах в Стамбуле. Давайте вспомним июнь этого года, когда встретились специалисты Украины и специалисты России. Они все с друг другом общались, они все понимают позиции. И объявить против них санкции, это, знаете, это называется просто «я не хочу переговоры». Я срываю переговорный процесс в Стамбуле. Вот что сделал Зеленский, если мы говорим конкретно, когда он санкции вводит против вот этих специалистов из России, которые, еще раз говорю, были участниками переговоров. Зеленский перечеркнул Стамбул. Раз. Второе. Кирилл Дмитриев, украинское происхождение, Мединский украинского происхождения. Много людей, которые работают в России, они родом из Украины, они гордятся этим. Они никогда не скрывали тот же самый Кирилл Дмитриев. Мало того, смотрите, Кирилл Дмитриев, он же переговорщик, не простой переговорщик со стороны России. У него хорошие отношения, и мы это видим с Стивом Уиткофом, который его визави, скажем, Соединенных Штатов Америки. Зеленский ненавидит Уиткофа. Зеленский против него говорит и постоянно рассказывает о том, что Уитков плохой человек, условно говоря. Он вкладывает плохую информацию, Трампу. И он вводит санкции против Кирилла Дмитриева, который проводит переговоры от России, Соединенных Штатов Америки с тем же Уиткофом. Слушайте, это что? Это называется «я Зеленский,
срыванию переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это все делает Зеленский своими санкциями. Это не страна Украина, это не Верховная Рада, это Зеленский. Он подписывает. Это его прямая ответственность. И теперь, наконец, то есть здесь мы разложили. Теперь, наконец, связь с Россией. Понимаете, Саша? Это для простых украинцев идет война Украины с Россией. Это, понятное дело, что идут боевые действия, но это так думают политика Украины и Зеленский, который подставил Украину, это мое мнение, подставил Украину, подставил украинцев под военные действия, потому что если ты избранный народом человек, у тебя есть власть, первейшая задача, да, не дать подставить людей и не дать подставить территорию Украины под боевые действия. Ты должен проводить многовекторную политику, ты должен, хотите, назову это петлять, хитрить, но ты не должен, ты не можешь подставить свою страну. Научите историю. Если бы им кто-то объяснил, все европейцы сейчас говорят, прямую говорят поляки, прямую говорят европейцы. Мы помогаем Украине только лишь потому, чтобы оттянуть время войны, если такая будет на нашей территории. Так делали политики перед Второй мировой войной. И тут Зеленский, неуч, берет, подставил страну под войну. Нет, так вот, Василий Дмитриевич. Подождите, Саша, я закончу мысль. Он подставил страну под войну, он подставил людей под войну. Но что делает он? Мы иначе не выйдем на, по крайней мере, я не выйду на ответ на ваш вопрос. Да, Миндичу, давайте возьмем братья Шефиры, Миндич, братья вот эти, которые сбежали сейчас, забыл их фамилию, да, это некая этногруппа, это, условно говоря, евреи, которые воруют, или это просто так случилось? Так случилось, что Зеленский окружил себя такими друзьями, и они именно и являются ворами. И для них нет разницы. Слушайте, эти люди не живут, эти люди не хотят жить на Украине. Эти люди не видят себя будущего на Украине. Это люди мира. Это люди, которые передвигаются. Слушайте, Гончаренко написал, депутат Гончаренко пишет, что Миндич, оказывается, вчера был в Киеве и сбежал из страны, потому что у него израильский паспорт. Это мы привыкли к этому. Что значит израильский паспорт? Что значит эти люди сбежали? То есть они хапнули, они сбежали. Я к чему веду? Для них нету ничего святого. Они, кстати, не евреи, потому что евреи, я имею в виду иудеи, люди, которые верующие, люди, у которых есть понимание ответственности. А это люди, которые космополиты. Они временно работают на Украине, именно работают, создали схемы, украдут и сбегут. Вот это все. А притягивание здесь России, Израиля, Польши, Европы, Соединенных Штатов Америки, в частности России, это что означает? Это означает, что сегодня украинское население говорят, что Россия враги, а эти люди связаны с Россией. Это еще говорится о том, что вся беда, вся проблема от русских. Вся проблема от русских и от России. Нет, это говорит о другом. Это попытка натянуть сову на глобус. Нет, это не попытка натянуть сову на глобус. Смотрите, мы, если так вот будем рассуждать, мы на самом деле смыслов не поймем всего происходящего. Давайте. Потому что, давайте будем откровенны. Вы так красиво говорите, этногруппа, которая с Зеленским. Это красиво, конечно. Но как ее назвать? Вот так и назвать. Этногруппа. Смотрите, Василий Дмитриевич, все же проще. Все проще, как белый день. Просто это все на поверхности, слишком на видном месте лежит, и мы обставляем все это. Все прекрасно понимают, что может не эта волна начавшихся каких-то разбирательств, но следующая волна, но еще какая-то волна приведет к тому, что начнут спрашивать, а где деньги? Где деньги, Зин? Зеленский, где деньги? Вот сейчас дошли до энергетики, жирный кусок. Но там же есть еще оружейная тема. Там есть еще другие интересные темы. Вот это Орбану, когда Трамп дал вольную от санкций по поводу российских энергоресурсов, это ведь тоже нам об этом указывает, но косвенно. Тут надо просто думать и разбираться. Эта группа, этногруппа, они прекрасно понимают,
что деньги эти отнимут, заберут. У ФРС есть возможность отследить каждый доллар. Офшоры Конечно. заберут. А если через Россию провести, то не заберут. То есть вы же поймите, тут дело не в том, что там... это, конечно, цинично и ужасно, что украинец гибнет в борьбе с русским, да? Да. А вверху у них, между ними, русскими и украинцами, происходят вот эти мутки и схемы. Но это исключительно для того, чтобы за долю малую сохранить непосильно нажитое и украденное на этой войне. И поэтому это вот смотрите, мы на самом деле стали свидетелями очень интересного эпизода. И я предлагаю вот посмотреть. Раньше что было? Виргинские острова, какие-нибудь там кипрские офшоры. И все как бы прятали. Вы помните до войны, как поймали Да, Зеленского? конечно. А еще я помню, я сейчас вас прерву, Panama Papers, был скандал, это за часов Порошенко. Да, было такое, да. это тоже мы проходили. И там Зеленский тоже фигурирует с Коломойскими 40 миллионами. Это все было. Но сейчас схемы поменялись, преобразились, потому что все понимают, что Западу доверять нельзя. Запад эти деньги заберет. А если через русских провести, если вот так перебросить, то вроде как уже и все нормально. Это они обелечивают деньги, они себе подушку вот эту готовят. Вопрос только заключается в другом. Когда же развязка и как же бахнет? Бахнет, мое мнение, вместе с обвалом рынков в Украине. Денег, гривны, вот эти шаги скарбницы. Мы на пороге действительно грандиозного шухера. Что-то должно бахнуть так, что вот эти пятитысячные не просто готовят, тысячные новые отпечатывают. Я, кстати, да, вы начали передачу с пятитысячных. Смотрите, мы с вами вошли в дискуссию, и она хорошая. Вот в чем хорошая. Мы с вами говорим о украинцах, мы с вами говорим о ситуации на Украине, мы с вами говорим об этногруппе, мы с вами говорим о русских. На самом деле в России проживает очень много выходцев из Украины. Те, которые до сих пор имеют деловые связи, деловые отношения. Периодически вспыхивают скандалы о том, что кто-то у кого-то что-то покупает, кто-то кому-то что-то продает. Или и украинцы, и русские, и украинцы, и россияне покупают, скажем, оружие у одних и тех же производителей. Эту тему я не хочу трогать, но вот на что мы выходим. То, что выпустили пятитысячную купюру, ее хвалят, и то, что даже там копейки на гроши, это означает одно. Страну готовят к инфляции, безусловно. Потому что чем больше купюра, не надо тут бабки ходить. Значит, это классика. Чем больше купюра, тем, значит, готовится повышение цен. Естественно, разгоняется инфляция. Вопрос вот в чем, Саша. Экономика Украины на сегодняшний день состоит где-то на 30% из того, что производится на Украине или в Украине, и из того, что Украине помогают. Через разные фонды, через бюджетные, внебюджетные деньги. Вот эти все доллары ходят, евро ходят и так дальше. Как только евро и доллары перестанут поступать, да, в украинскую экономику, это все рухнет. Здесь я с вами согласен. Это, снова-таки, 2 × 2 = 4. Но заинтересованы ли внешние игроки, спонсоры Украины в том, чтобы все рухнуло? Заинтересованы ли в первую очередь Соединенные Штаты Америки, чтобы рухнуло? Возможно. Заинтересован ли Лондон в том, чтобы все рухнуло? Нет. Заинтересован ли Европейский Союз? Самый главный путь Украины куда? Европейский Союз. Я вот почитал статью в «Украинской правде» Корниенко, по-моему, да, первый зам главы Верховной Рады, рассказал о том, что если Украина... он говорит, что с украинцами все четко. Если ты в Европейский Союз, значит, ты украинец. Если ты не в Европейский, значит, ты агент Кремля. Все четко. То есть, понимаете, зачем думать? Царь сказал, или один из царей сказал, значит, все так и есть. Он там чуши много наговорил, как надо идти в Европейский Союз, сколько надо законов принять, сколько лет надо принять. Это чушь. Но на самом деле
Он нам рассказал одну такую любопытную деталь о том, что, говорит, вы понимаете, у нас, говорит, еще тут не все люди готовы. Европа, оказывается, не понимает, что на Украине нет консенсуса. Не все украинцы хотят Европу. А в Европе это непонятно. Я вот читаю его, понимаете, вот я люблю такое выражение «big, big pub». То есть, подождите, так вы нас ведете куда-то, оказывается, мы еще не готовы. Так кто не готов? Парламент, уряд, Зеленский. Кто вообще не готов? Вы куда? Вы о чем говорите? Ну, бог с ними, с этими. Это зеленые. Откуда они на нашу голову? Но Европа. Он там сказал еще такую вещь, что люди в селах думают, что если мы вступим в Евросоюз, всем раздадут по 10 тысяч евро. Ну, все примитивно должно быть, да? Так вот, мне кажется, что для того, чтобы Украина рухнула, нужна воля, в первую очередь, Европейского Союза. Там печатают деньги, и там говорят «нет». Мы будем Украину поддерживать. Да, мы ее не пустим в Европейский Союз, не примем, но она должна продолжать воевать. Вот первый краник – это там. И Брюссель не просто так, Урсула фон дер Ляйен, не просто так Кая Каллас обнимается, целуется с Зеленским. Не просто так премьер-министр Дании, который говорит, что Зеленскому мы будем производить оружие. Не просто так европейские бюрократы пока не нашли механизма, да, как дать Украине 140 миллиардов евро вот этого репарационного кредита. Но они задумались, они говорят, слушайте, вот тут есть Норвегия, богатейшая страна, которая поднялась на продаже газа за время войны, пусть она, значит, прогарантирует этот кредит. Сумасшедшие идеи, но я к чему? Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Пока Европейский Союз будет поддерживать режим Зеленского, пока Британия, у них меньше денег, но все равно она поддерживает. Пока США, пока Япония, Южная Корея не прекратят поддерживать режим, как ничего не рухнет. Вот ничего не рухнет. Вы даете режиму деньги, а он их через Россию отмывает и прячет, и перепрятывает. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Это финал нашей сегодняшней беседы, потому что прошлая неделя закончилась крахом. Европейские бюрократы сказали, мы пока денег не дадим, грошей не будет. А Международный валютный фонд, донор украинского режима, говорит, мы пока Европа не даст, мы тоже не дадим. То есть не раздуплимся. Да? Это ситуация такая, как есть. И вот вы говорите, мы на грани грандиозного Шухера, да, или как это, из фильма, да. Так вот, Шухер будет или не будет? Все, что сейчас есть в пленках, все, что сейчас будет развиваться, раскручиваться, оно направлено на что? Оно направлено на то, чтобы режим рухнул, или оно направлено на то, чтобы, наоборот, зацепить еще больше Зеленского, очистить его от окружения плохого, да? Мы же с вами говорили, что Зеленский, премьер-министр, министр энергетики, там еще выстроили целую информационную политику, что не-не-не, пусть правоохранительные органы разбираются, и, как сказал Зеленский, повинны бути посадки, кто-то должен сесть. Так вот эти вот партнеры нынешнего режима украинского, они сохранят Зеленского и будут его поддерживать дальше, или, как вы говорите, что-то может рухнуть или подвиснуть. Вот тут самая главная дилемма. Это не от меня зависит, не от вас. К сожалению, мы не голосуем. У нас нет права выбора. Нас не пустили на выборы. Никто не говорит, будут выборы. Возможно, эта ситуация подведет Зеленского и ныне действующую власть к тому, что я освобождаюсь. Да, действительно, нужна перезагрузка, потому что коррупция, потому что война. Давайте мы пойдем на то, чтобы получить от этих людей, от народа доверие. А от народа доверие можно получить единственным способом – это провести выборы. Что примут решение доноры Украины? Очистить страну, дать ей возможность дышать, дать ей возможность выдохнуть. Потому что, слушайте, эти сволочи деньги украли, но вы правильно сказали. И так известно, где их деньги, где их имущество. Захотят – отберут, захотят – все вернут. Другое дело. А шанс у нас с вами, у простых людей, у тех, кто живут на Украине или вне предела, и есть у нас шанс на то, чтобы выстроить другую
страну, для того, чтобы получила эта страна новое дыхание с новыми людьми, с новыми руководителями. Или этого шанса, этого шанса у нас не будет. Ну, если все рухнет, то как это? До основания и потом. Это же старая история. Саша, но тут до основания и потом это же может пройти не в одну секунду, это может пройти по времени. И если мы завалимся в процесс, который мы помним из истории, называется руина, у вас же есть спикеры очень классные, которые говорят об этом процессе, да, что он уже может длиться долго, он уже может длиться десятилетия. И что тогда будет на этой территории, и что тогда будет с этими людьми, которые там живут? Если вот этот эксперимент, скажем, не прекратить, не обвалить, не переизбрать или переустроить по-новому и то, что называется страна, и то, что называется самое главное государство Украина, его можно перестроить? Потому что, слушайте, Саша, знаете, что я хочу сказать в конце нашего эфира? Эта ситуация, которая произошла сейчас, ну, в пленке Миндича и так дальше, мы же идем по кругу. Пленки Мельниченко, вот это Panama Papers, то, что мы с вами даже только... Мы говорим о том, что Украины как государства нету. Мы говорим, что Украина как государство держится на коррупции, на коррупционных схемах. Есть доноры, которые дают деньги, и есть люди, которые воруют, а народ воюет. Если государство Украина рухнет, то, которое есть сейчас, такое, которое сейчас есть, мне не будет его жалко, потому что это не государство, это кланы, это, как я сказал, там, группы, да, там, и еще, но это не государство. Это есть флаг, есть гимн, есть люди, которые выходят на телевидение и врут нам, но это не государство. Государство на сегодняшний день для простого человека, знаете, в чем заключается? ТЦК. Кого люди боятся? Если ты выходишь на улицу, ты выйдешь в ТЦК, ты их боишься, ты от них убегаешь, либо даешь им деньги, чтобы они тебя не трогали. Все. Ну, еще государство, пограничники, которые не пускают тебя. А остальное где государство? Кто-то защищает в этом государство права? Вот тех людей. Вот они сейчас будут читать пленки Миндича и офигевать от того, в какой стране они живут. Так есть шанс на новое государство? Есть шанс у этих людей или нет? Вы знаете, тут такой момент. Офигевать вряд ли кто-то будет. Ай, морозы стукнут, вот тогда все как бы офигеют, и это уже понятно. И... Страшную вещь вы сказали. Я не хотел заканчивать этим, потому что вы сказали истину. Украинцы, по наблюдениям ученых и по социологам, еще в 2012 году или в 2014 я читал, когда еще имел допуск к материалам, что около 20% украинцев не верят сами себе. Ну, то есть каждый пятый из украинцев не верит сам себе. То есть такая нация, такие народ. Да? Но чего больше всего боятся украинцы и что может их подвинуть, это не вот эти майданы за деньги, а вот реальный бунт, реальное восстание. Это голод. Украинцы не переживут голод. Если холод, это уже тяжело. Но если холод заберет, если отсутствие электроэнергии заберет у украинцев канализацию, тепло, связь, а холодно будет греться. А вот если будет голодно, если перестанут поставлять еду, производить, магазины перестанут работать, вот это вот страшная картина может быть. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Поставьте лайк, не забудьте. И самое главное, берегите себя, добра и света. До свидания всем. Спасибо.